Привет. Хань Ли выживает в битве с сияющей костью, но ценой неожиданной. Колесо истины срастается с пальцем в золотое кольцо. Навсегда. Пространство и время обладают собственной метафизической гравитацией, и на пределе возможностей они физически давят на того, кто осмелился ими манипулировать. Снять кольцо невозможно. Пока он приходит в себя, Ши Чуанькун приносит две новости. Первая — о пространственной области Скальптии, заброшенной тюрьме без единой крупицы духовной ци. Вторая — фиолетовый дух вознесся, но мгновенно стал мишенью мастера Черная река. В высших мирах вознесшиеся без связей просто редкий товар, а не новая элита. Хань Ли мчится в Кристальный дворец, но наталкивается на госпожу Цуй. Все дары отвергнуты, сам он вышвырнут в черный вихрь. Прямая атака невозможна. Защитный барьер острова уничтожит даже культиватора высшего зенита. А силы после схватки с Даосом еще не восстановлены. Путь пробивает не магия, а статус Ши Пакуна. Его положение заставляет обитателей дворца говорить правду. И две новости сливаются в одну мрачную картину. Госпожа Цуй не просто спрятала соперницу. Она нарочно дала ей шанс бежать, чтобы поймать и сослать именно туда, в Скальптию. Туда, где законы магии мертвы, а все великие статусы и артефакты мгновенно превращаются в ничто. А теперь слушаем дальше. Глава 846. Рискнуть. Услышав это, Хань Ли слегка прищурился, а Ши Чуанькун на мгновение замялся, прежде чем сказать: пространственная область Скальптии небезопасна, а сестра Даос Фиолетовый Дух вознеслась совсем недавно, так что она, скорее всего, все еще находится на стадии истинного бессмертного. Помимо его партнера по даов Леди Цюй, у даосского мастера Черной реки также есть около дюжины наложниц, и на протяжении многих лет между ними постоянно происходили распри, поэтому тот факт, что Даос Фиолетовый Дух могла оставаться здесь в безопасности в течение стольких лет, указывает на то, что она очень умная женщина. Кроме того, я предполагаю, что мастер Даос Черная река дал ей несколько могущественных дьявольских сокровищ для защиты, так что даже если ее отправят в изгнание в пространственную область Скальптии, она сможет обеспечить себе безопасность. Сказал Ши Пакун. Я очень на это надеюсь. Я должен еще раз поблагодарить вас, ваше высочество. Очень впечатляет, что вы смогли собрать столько информации за такое короткое время. Вы заставили меня стыдиться. Вздохнул Хань Ли. Я согласен. Как тебе удалось вытянуть всю эту информацию из этой мелкой сошки? Спросил Ши Чуанькун с любопытством. Я имею дело с госпожой Цзюй уже много лет, так что я ее хорошо знаю. Прежде чем войти, я уже имел представление о том, как она отнеслась бы к собрату Даосу Фиолетовому Духу, и мне не составило труда выяснить все это, задав несколько наводящих вопросов. Спокойно ответил Ши Пакун, как будто сделал что-то очень простое. Возможно, для тебя это было несложно, но для нас двоих это было невыполнимо. Сказал Хань Ли с восхищением в глазах. На самом деле это не так уж впечатляюще. Скромно усмехнулся Ши Пакун. Что ты собираешься делать дальше, брат Даос Ли? Здесь не место для разговоров, так что давай сначала уйдем отсюда. Ответил Хань Ли. Полмесяца спустя, во дворе особняка городского лорда в города Черной реки. В элегантном и изысканном зале стоял круглый стол из черного дерева, на котором располагалась печь из красной глины с горящим внутри огнем. Из чайника из фиолетовой глины, стоявшего на печи, вырывались клубы пара, из-за чего крышка чайника беспрестанно дребезжала. В этот момент Ши Пакун стоял у стола и поднимал чайник, чтобы перелить часть его содержимого в другой чайник и промыть чайные листья, а затем вылить воду и налить новую. Только после этого он разлил чай по 3 изящным чашкам, стоявшим на столе, и пододвинул 2 из них Ши Чуанькуну и Хань Ли, которые тоже сидели за столом. «Брат Даос Ли, возможно, ты еще не знаешь, насколько опасен пространственный область Скальптия. Ты уверен, что хочешь войти в него?» — спросил Ши Пакун. «Нет смысла пытаться его переубедить, Пакун. Даос Фиолетовый Дух чрезвычайно важен для брата Ли, и если бы его можно было переубедить, я бы уже это сделал», — сказал Ши Чуанькун с улыбкой. «В таком случае я не буду больше говорить об этом. Какие у тебя планы? Когда ты собираешься отправиться в Небесную Радужную область?» — спросил Ши Пакун, повернувшись к Ши Чуанькуну. На лице Ши Чуанькуна появилась неловкая улыбка, и он ответил: «Как тебе известно, брат Ли много для меня сделал, поэтому я планирую сопровождать его в этом путешествии в пространственную область Скальптия. Следовательно, я вынужден просить тебя присмотреть за Небесным Радужным Царством в мое отсутствие. Это нелепо. Небесную Радужную область тебе подарил отец, а не я.
Кроме того, я не могу позволить тебе отправиться в такое опасное место, строго отчитал его Шипакун. Его высочество прав, брат Ши, я могу сам отправиться в пространственную область Скальптии. Вмешался Хань Ли. На лице Ши Чуанькуна появилось серьезное выражение, и он возразил: «Пакун, ты всегда учил меня отвечать добром на добро. Брат Ли не раз спасал мне жизнь, так как же я могу бросить его в трудную минуту?» Услышав это, Ши Пакун не изменил своего неодобрительного выражения лица, но в конце концов лишь тихо вздохнул. «Хорошо, я знал, что не смогу тебя остановить. Если бы я не был так занят, я бы пошел с тобой. С городом все будет в порядке, даже если я буду отсутствовать миллион лет, но без тебя, Пакун, он не проживет и дня», — восторженно произнес Ши Чуанькун. «Ладно, с тебя хватит. Я кое-что знаю о пространственной области Скальптия, но сам там никогда не был, так что могу поделиться с вами лишь ограниченной информацией». Вздохнул Ши Пакун. «Пожалуйста, просветите нас, ваше высочество», — искренне попросил Хань Ли. Через несколько минут Ши Пакун рассказал все, что знал о пространственной области Скальптия, после чего призвал пару предметов и вручил по одному Ши Чуанькуну и Хань Ли. Хань Ли взял протянутый ему предмет и обнаружил, что это кусок грубой шкуры с нарисованной на нем приблизительной картой и несколькими пометками. Это карта пространственной области Скальптия, которую мне удалось найти в неофициальных исторических записях. Неизвестно, насколько стара эта карта, поэтому она может как помочь вам, так и оказаться бесполезной, но все же возьмите ее с собой», — сказал Ши Пакун. Хань Ли кивнул в ответ, затем быстро просмотрел карту и убрал ее. Что касается Ши Чуанькуна, то он держал в руках что-то похожее на кулон и спросил: «Что это, Пакун?» Хань Ли обернулся и увидел, что кулон сделан в форме замысловатой клетки, а внутри нее множество свирепых на вид зверей, которые царапают клетку изнутри. Носите это на теле постоянно и выбросьте, если столкнетесь с непреодолимой опасностью. Для активации не нужно вводить духовную или дьявольскую ци, и, возможно, это спасет вам жизнь. Серьезно сказал Ши Пакун. Ши Чуанькун сделал так, как ему сказали, и надел кулон. Помните, что в пространственной области Скальптия не только полностью отсутствуют духовные и дьявольские силы, но и вы не сможете получить доступ к своим инструментам хранения. Поэтому, если вам что-то понадобится, вам придется носить это с собой, и как только вы окажетесь там, ваше физическое тело станет единственным, на что вы можете положиться. Предупредил Ши Пакун. Если пространственная область Скальптия уже запечатана, то как мы можем вернуться из нее, спросил Хань Ли. В регионе Черной воды есть специальная система телепортации, которая может телепортировать человека прямо из пространственной области Скальптия, но она не использовалась более 100 тысяч лет, так что, скорее всего, потребуется много времени и усилий для восстановления. Сказав это, я позабочусь об этом, так что вам нет необходимости беспокоиться. Эти 2 жетона необходимы для того, чтобы система телепортации могла определить ваше местоположение, поэтому берегите их. Ответил Ши Пакун, протягивая Хань Ли и Ши Чуанькуну пару нефритовых жетонов в форме листьев. «Как нам использовать эти штуки?» — спросил Ши Чуанькун, внимательно рассматривая свой нефритовый жетон. «Когда захочешь вернуться, просто капни каплю эссенции крови на жетон, и система на этой стороне сможет телепортировать тебя прямо из пространственной области Скальптия. Что касается даосского брата Фиолетового Духа, то, пока она с даосским братом Ли, они смогут телепортироваться обратно вместе», — ответил Ши Пакун. «Хорошо, я понял», — кивнул Ши Чуанькун. «Кроме того, у меня есть 2 таблетки «Кровавый прилив», которые могут временно стимулировать скрытый потенциал вашего организма. Конечно, последствия от приема таблеток довольно серьезные, и после того, как действие таблеток закончится, вы будете чувствовать слабость, возможно, даже полную неподвижность, поэтому используйте их только в крайнем случае». Продолжил Ши Пакун. «Не стоит так беспокоиться о нас, Пакун. Мы можем сами о себе позаботиться», — сказал Ши Чуанькун с улыбкой. «Как я мог не волноваться? Это богом забытое место было запечатано сотни тысяч лет назад. В любом случае, это все, что я могу сказать, остальное зависит от тебя. Постарайся вернуться живым и невредимым», — сказал Ши Пакун, похлопав Ши Чуанькуна по плечу. «Я так и сделаю», — ответил Ши Чуанькун с улыбкой, и на лице Хань Ли тоже появилась легкая улыбка в ответ на эту братскую привязанность. Вскоре после этого Ши Пакун ушел, а Хань Ли и Ши Чуанькун, немного отдохнув, тоже покинули регион Черной воды. Внутри региона Черной воды находился темно-зеленый горный хребет, усеянный коричневыми песчаными холмами, которые выглядели очень неуместно. В этот момент Хань Ли и Ши Чуанькун парили в воздухе над этим горным хребтом. Даже с расстояния почти в 100 километров они смогли обнаружить странные пространственные колебания, исходящие из этого района.
Хань Ли активировал свои адские дьявольские глаза и заметил почти прозрачное полусферическое ограничение, которое охватывало всю территорию впереди, словно гигантская чаша, внутри которой находились все коричневые холмы. «Должно быть, это вход в пространственную область Скальптии», — сказал Хань Ли. «Все верно. Насколько я помню, отец очень давно запечатал это место и объявил его запретной зоной», — ответил Ши Чуанькун. «Должно быть, это сделано для того, чтобы люди в изгнании не могли сбежать», — предположил Хань Ли. «Это одна из причин, но я думаю, что его больше беспокоило то, что люди из нашего священного царства могут случайно наткнуться на эти песчаные холмы, прежде чем их затянет в пространственную область Скальптии», — ответил Ши Чуанькун. «Понятно». Задумчиво кивнул Хань Ли. «Пойдем», — сказал Ши Чуанькун, и они вдвоем спустились к залу, расположенному за пределами песчаных холмов. Охранники, стоявшие у входа в здание, немедленно преградили им путь, и один из них заявил: «Это закрытая зона, возвращайтесь». После того, как Ши Чуанькун раскрыл свою личность, из зала немедленно вышел Золотой Бессмертный, чтобы поприветствовать их. Это был невысокий коренастый пожилой мужчина с полосками на лице. Он тут же почтительно поклонился Ши Чуанькуну и поздоровался: «Сюйфу приветствует ваше высочество». Глава 847. Пути назад нет. «Не нужно формальностей, старейшина Сюй», — сказал Ши Чуанькун. «Что привело вас сюда сегодня, ваше высочество?» — спросил Сюйфу с озадаченным выражением лица, взглянув на Хань Ли. «Сегодня нам нужно заняться кое-какими делами», — ответил Ши Чуанькун. «В таком случае, пожалуйста, проходите, и мы поговорим внутри», — сказал Сюйфу, отступив в сторону и приглашающим жестом указывая на дверь. Ши Чуанькун и Хань Ли переглянулись и вместе вошли в зал. Узнав, что Хань Ли и Ши Чуанькун собираются войти в пространственную область Скальптия, Сюйфу тут же попытался их отговорить, встревоженно глядя на них. В ответ Ши Чуанькун достал рукописный указ, подготовленный Шипакуном, в котором говорилось, что они вдвоем выполняют срочное задание, требующее немедленного проникновения в пространственную область Скальптия. «Ваше Высочество, пространственная область Скальптия уже много лет как запечатан, и никто не знает, что там сейчас происходит. Что касается упомянутого вами массива телепортации, то он не использовался очень долгое время», — сказал Сюйфу, нахмурив брови. «Герцог равновесия уже все подготовил для нас, так что вы можете быть спокойны, старейшина Сюй», — ответил Ши Чуанькун, отмахнувшись. «В таком случае я больше не буду вас отговаривать. Пожалуйста, следуйте за мной», — сказал Сюйфу и повел Хань Ли и Ши Чуанькуна в задний зал. В дальнем коридоре была задняя дверь, которая вела к песчаным холмам за пределами здания и явно служила входом в пространственное ограничение. Как только вы войдете туда, просто ступите на песчаные холмы, и вы автоматически окажетесь в пространственной области Скальптия. Имейте в виду, что это вход в один конец, так что выйти оттуда вы не сможете», — торжественно предупредил Сюйфу. «Мы обязательно это запомним», — ответил Хань Ли. Сюйфу перевернул ладонь, чтобы призвать черную печать, которую он вставил в прорезь над дверной коробкой. После этого по его приказу ограничение на задней двери было снято. «Желаю вам безопасного и спокойного путешествия, ваше высочество», — сказал Сюйфу. «Спасибо за добрые пожелания», — с улыбкой ответил Ши Чуанькун. Выйдя из зала, они вдвоем быстро добрались до края первого холма и остановились. Хань Ли быстро осмотрел холм, но не смог обнаружить в нем ничего необычного. Он не излучал никаких пространственных колебаний и выглядел как обычный холм. Ши Чуанькун взмахнул рукой, и в ней появилась длинная черная сабля, которую он пристегнул к поясу. В ответ на вопросительный взгляд Хань Ли он объяснил: «Поскольку мы не можем использовать никакие сокровища, лучше взять с собой оружие, чем идти с пустыми руками». Хань Ли ничего не ответил и взмахнул рукавом, чтобы создать дверь из серебристого света, из которой вышел Дао Ссе. Шипакун сказал им, что доступ к инструментам хранения невозможен, и, хотя он не упомянул о сокровищах домена, Хань Ли все же решил, что в целях безопасности лучше освободить Дао Ссе заранее. Ши Чуанькун взглянул на две сабли, висевшие на поясе Дао Ссе, и был очень рад, что кто-то разделяет его взгляды. После недолгих раздумий Хань Ли не стал призывать ни один из своих лазурных мечей бамбуковых облаков. Вместо этого он поместил все свои инструменты для хранения в сокровище своего домена, и на безымянном пальце у него осталось только кольцо времени. Закончив приготовление, троица переглянулась и одновременно прыгнула на холм. Как только они втроем приземлились на холме, их окутал туманный серебристый свет, после чего они медленно опустились вниз и исчезли из виду. Как странно. Никто даже близко не подходил к этому месту столько лет, но недавно.
Сюйфу замолчал и задумчиво посмотрел вслед удаляющемуся трио. «Забудь об этом, кто я такой, чтобы беспокоиться о делах знати». С этими словами он снял ограничение, развернулся и направился к выходу из зала. Внутри пространственной области Скальптия находился необитаемый остров, над которым повсюду поднимались клубы дыма. Гигантская ящерица и огромная многоножка неслись друг к другу с противоположных концов острова, а затем с огромной силой столкнулись. Сила удара отбросила их обоих назад, образовавшиеся ударные волны рассеяли весь окружающий дым. И ящерица, и многоножка кувыркались по земле, но как только они поднялись на ноги, их взгляды снова встретились, и они явно готовились ко второму столкновению. В этот самый момент из-под земли прямо между двумя гигантскими зверями донесся шум ветра, и из-под земли поднялся гейзер песка, из которого появилось трио Хань Ли. Песок вокруг троицы быстро рассеялся, и их тут же охватило ощущение огромного пространственного давления, исходившего со всех сторон. Хань Ли чувствовал, как его внутренние органы сдавливает какая-то внешняя сила, а конечности стали тяжелыми, но не настолько, чтобы это мешало ему двигаться. Самым резким изменением стало то, что циркуляция его бессмертной духовной силы мгновенно прекратилась. Однако не успели они как следует осмотреться, как земля под ними внезапно задрожала, и на них бросились два гигантских зверя. «Берегись!» — крикнул Хань Ли и взмахнул рукавом, но ничего не произошло. Только тогда он вспомнил, что в пространственной области Скальптия невозможно использовать какие-либо сокровища, силы закона или духовные сферы. Несмотря на эту небольшую заминку, он очень быстро сориентировался, и все его глубинные акупунктурные точки загорелись, когда он ударил кулаком приближающуюся гигантскую ящерицу. В то же время Ши Чуанькун обеими руками схватил свою черную саблю, подпрыгнул и обрушил ее на черную многоножку. Раздался оглушительный грохот, когда кулак Хань Ли врезался в лоб ящерицы, слегка проломив ему голову. Ящерица отлетела в сторону и покатилась по земле. Что касается самого Хань Ли, то от силы удара его отбросило на несколько шагов, прежде чем он смог устоять на ногах. Он был весьма удивлен, поскольку гигантская ящерица не сильно отличалась от тех, что он видел в Бессмертном царстве, но обладала гораздо большей силой и физической мощью, чем любое подобное существо, с которым он сталкивался раньше. От удара Хань Ли, активировавшего свое искусство происхождения Великого Небесного Цикла, у обычной гигантской ящерицы голова была бы полностью раздроблена, но это осталось практически невредимой, и это было просто невероятно. В то же время раздался резкий звон, сабля Ши Чуанькуна ударила гигантскую многоножку по голове, а затем скользнула вниз по ее телу, оставляя за собой яркий след из искр. Но сабля оставила лишь след на теле многоножки и даже не смогла прорезать ее чешую. Пакун говорил нам, что здешние существа сильно отличаются от тех, что живут во внешнем мире. Теперь я вижу, что он не шутил. Проворчал Ши Чуанькун. Пространственное давление здесь как минимум в 2 раза сильнее, чем во внешнем мире, поэтому здешним существам пришлось адаптироваться, и теперь они физически сильнее своих собратьев во внешнем мире. Мрачно произнес Хань Ли. Как только он замолчал, гигантская ящерица снова бросилась на него. Хань Ли крепко сжал правый кулак и бросился на приближающуюся гигантскую ящерицу. При каждом приземлении его ноги на землю образовывался глубокий кратер. Расстояние между ними быстро сокращалось, и как раз в тот момент, когда они должны были столкнуться, Хань Ли внезапно подпрыгнул и полетел прямо на гигантскую ящерицу, словно копье. В то же время он разжал кулак и вытянул пальцы, так что его рука стала похожа на плоское лезвие, и опустил ее на голову ящерицы. 2 пальца вспыхнули нефритовым сиянием и ударили в то самое место на голове ящера, куда мгновение назад попал кулак Хань Ли. Огромный гейзер желтовато-коричневой крови вырвался наружу, когда рука Хань Ли вонзилась в голову гигантской ящерицы, и сила удара толкнула его вперед, так что вся его рука оказалась внутри. Ящер издал мучительный рев и рухнул на землю. Хань Ли слегка нахмурился, почувствовав в воздухе резкий запах крови, и уже собирался отдернуть руку, как вдруг что-то ощутил внутри головы гигантской ящерицы. Покопавшись немного, он вытащил руку, в которой держал мясистый предмет размером с ладонь. Внутри предмета находился желтовато-коричневый кристалл размером с лонган, который, судя по всему, был ядром зверя-ящера. С другой стороны, Ши Чуанькун отвлекал гигантскую многоножку, а Дао Се воспользовался возможностью и ворвался ей в пасть, после чего в унисон рубанул ее по воздуху громовым и небесным клинками, разрубив на части прямо в ротовой полости. Затем Хань Ли подошел и взял одну из сабель Дао Се, после чего вонзил ее в щель между 2 чешуйками на голове многоножки и силой оторвал одну из чешуек. Обнажив плоть гигантской многоножки, Хань Ли вонзил саблю ей в голову, затем немного покопался внутри и вытащил еще одно ядро зверя. Глава 848. Долгий путь впереди. Что ты делаешь с этими ядрами зверей, брат Ли? Наверняка они не представляют особой ценности для улучшения инструментов. Озадаченно спросил Ши Чуанькун.
Почему бы тебе сначала не взглянуть на это? С улыбкой ответил Хань Ли и бросил ядро зверя в руку Ши Чуанькуну. Ши Чуанькун поймал ядро зверя и мгновение изучал его, прежде чем в его глазах мелькнуло удивление. Это ядро зверя содержит огромную физическую ауру. Его употребление определенно улучшит физическое состояние человека. Сказал Ши Чуанькун. Верно. Несмотря на то, что в этом месте полностью отсутствует духовная и дьявольская ци, здесь, похоже, есть своя уникальная энергетическая система. Кивнул Хань Ли. Скорее всего, именно в таких условиях эти звери смогли развить столь мощные физические тела. Размышлял Ши Чуанькун. Жители этой области должны знать о свойствах этих звериных ядер, и, возможно, они собирают их, чтобы использовать в качестве ресурса для улучшения тела. В любом случае, их сбор точно не повредит, и они могут оказаться полезными в будущем. Сказал Хань Ли. Как всегда, исключительная предусмотрительность, брат Ли. Интересно, как выглядят жители этой области сейчас, когда он так долго был заброшен. Задумался Ши Чуанькун. По сравнению с бессмертным царством, жители Святого Царства, как правило, обладают более высокими способностями к телесной закалке. Учитывая, что база для совершенствования здесь бесполезна, я предполагаю, что все жители этого царства должны сосредоточиться исключительно на телесной закалке. Предположил Хань Ли. Внезапно ему в голову пришла мысль, и он распространил свое божественное чувство на все вокруг. При этом он обнаружил, что, хотя он и может использовать здесь свое божественное чутье, оно также подавлено врожденным давлением в этой области, поэтому радиус его восприятия сократился до нескольких десятков километров. Через несколько мгновений он достал кусок шкуры животного, на котором была изображена карта владений, переданная ему Шипакуном. Ши Чуанькун и Дао Ссе тоже подошли, чтобы вместе изучить карту. Я только что исследовал окрестности своим божественным чутьем, и, похоже, мы находимся в этой области на карте. Сказал Хань Ли, указывая на россыпь островов на краю карты. Острова Серой Чешуи. Похоже, это довольно уединенное место. Заметил Дао Ссе. В то же время в его голове внезапно прозвучал голос Хань Ли: «Брат Се, ты что-нибудь вспомнил, пока мы были в пространственном области Скальптия?» Я что-то чувствую, но все очень размыто, возможно, потому что мы все еще слишком далеко, и я не могу сказать, положительное это чувство или отрицательное. Ответил Дао Ссе с помощью голосовой связи. Похоже, это место как-то связано с твоей амнезией. Ты понимаешь, в каком направлении нам следует двигаться? Спросил Хань Ли. Судя по тому, что я вижу на карте, меня, похоже, тянет в центральную часть области, но я не могу быть уверен. Ответил Дао Ссе. Сейчас мы все еще не знаем, где находится фиолетовый дух, так что давайте пока просто пойдем в том направлении. Если в этой области еще остались жители, то они, скорее всего, тоже собрались в центральной части. Сказал Хань Ли. Брат Даосли, в этом месте нет духовной ци, и хотя в моем теле есть активные камни бессмертного происхождения, я могу использовать только обычные атаки и ни одну из своих способностей, связанных с молнией. Как только бессмертная духовная сила в камнях бессмертного происхождения иссякнет, я впаду в спячку. Внезапно сказал Дао Ссе. Я подумал, что на тебя тоже будут распространяться законы этого места. Что бы ни случилось, постарайся по возможности не вступать в бой, чтобы не расходовать бессмертную духовную силу. Здесь нельзя использовать инструменты для хранения, а у меня с собой всего несколько камней бессмертного происхождения среднего качества. Сказал Хань Ли. Полагаю, это все, что мы можем сделать сейчас. К счастью, этих камней бессмертного происхождения мне хватит на какое-то время. Кивнул Дао Ссе. В этот момент выражение лица Хань Ли слегка изменилось, и он закричал: «Что-то приближается». Услышав это, Дао Ссе и Ши Чуанькун тут же напряглись, и вскоре издалека донесся шорох. Трое из них повернулись в ту сторону и увидели, что на далеком горизонте появилась белая линия, которая медленно приближалась к ним. По мере приближения белая линия становилась все шире и шире, и вскоре она уже занимала весь горизонт. «Что это, черт возьми, такое?» — пробормотал Ши Чуанькун с опаской в голосе. Хань Ли сосредоточил взгляд на белой линии и увидел, что это волна из бесчисленного множества белых крабов размером с кулак, которые, толкаясь друг с другом, спешили к туше гигантской ящерицы. Один такой краб был бы довольно милым на вид, но их было так много, что они представляли собой ужасающее зрелище. Вскоре казалось, что туша гигантской ящерицы покрыта движущимся белым ковром. Некоторые крабы даже пробрались внутрь туши через отверстие в голове, и не прошло и 20 секунд, как с гигантской ящерицы была содрана вся плоть, оставив после себя безупречно чистый скелет. Если бы небольшое количество желтовато-коричневой крови, просочившейся в землю, Хань Ли легко мог бы принять тушу за ту, которая пролежала здесь много лет и была обглодана до костей из-за эрозии.
На лице Ши Чуанькуна появилось мрачное выражение, и он рефлекторно попытался подпрыгнуть, но пространственное давление в этом месте мгновенно заставило его опуститься на землю. Очевидно, им потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к невозможности использовать бессмертную духовную и дьявольскую силу. Не волнуйтесь, брат Дао Ши, эти белые панцирные крабы всего лишь подальщики, поэтому они не представляют для нас угрозы. Внезапно сказал Дао Се. И действительно, белые крабы обходили их троицу стороной, пробираясь к туше гигантской многоножки. И снова, не прошло и 20 секунд, как вся туша была съедена. «Откуда ты знаешь, что это такое, собрат Дао Се?» — спросил Ши Чуанькун с озадаченным выражением лица. Услышав это, Дао Се слегка растерялся, а затем ответил: «Я не уверен, но мне кажется, что я уже видел их раньше». Услышав это, Ши Чуанькун потерял дар речи. «Давайте уйдем отсюда. Давайте попробуем найти кого-нибудь из жителей этой области, чтобы узнать, есть ли у них какие-нибудь сведения о фиолетовом духе», — сказал Хань Ли. Ши Чуанькун заметил беспокойство на лице Хань Ли и утешил его: «Не волнуйся так, брат Ли. Даос фиолетовый дух смогла подняться из низшего царства, как и ты, и это говорит о ее силе и находчивости, поэтому я уверен, что с ней все будет в порядке даже в этой пространственной области Скальптии». Слова Ши Чуанькуна не слишком обнадежили Хань Ли, но он все же кивнул и сказал: «Спасибо, брат Даос Ши. Если бы не ты, мне было бы очень трудно попасть сюда. Не нужно меня благодарить, вспомни, сколько раз ты спасал мне жизнь в прошлом. Даже в Сером Царстве я никогда не видел тебя таким обеспокоенным. Похоже, что Даос фиолетовый дух действительно очень важен для тебя. Давай сразу отправимся в путь, мне не нужен отдых». Вздохнул Ши Чуанькун. «Нам действительно нужно поторопиться. Прямо сейчас плачущая душа все еще лежит без сознания в моем сокровище-домене, и хотя я поместил туда много кусочков теплого нефрита пурпурного солнца и поручил куклам присматривать за ней, я не смогу войти в домен, пока нахожусь в пространственной области Скальптии, поэтому я не узнаю, если что-то пойдет не так или если запасы теплого нефрита пурпурного солнца закончатся», — сказал Хань Ли, нахмурив брови. «Это еще одна причина сохранять спокойствие и сосредоточенность, брат Ли. Это место не похоже на другие, и ты не сможешь использовать здесь большую часть своих способностей, поэтому нам нужно действовать осторожно», — сказал Ши Чуанькун. «Давайте продолжим путь». Кивнул Хань Ли, и они втроем двинулись дальше. После того, как они пересекли ближайший горный хребет, перед ними открылась равнина, слегка спускающаяся вниз. Местность была относительно ровной и простиралась на сотни километров вперед. Однако земля была испещрена огромными трещинами, и нигде не было видно растительности. Время от времени порыв ветра поднимал в воздух немного пыли, но она тут же оседала под действием вездесущего пространственного давления. Троица Хань Ли спустилась с хребта и зашагала по потрескавшейся земле, оставляя за собой 3 длинных следа. Несмотря на то, что они не умели летать, они довольно быстро передвигались пешком. По пути они время от времени встречали странных чешуйчатых зверей, но ни один из них не проявлял инициативу и не нападал, поэтому троица Хань Ли не обращала на них внимания. С наступлением сумерек они втроем добрались до края острова. К этому моменту солнце, скорее всего, уже село, и его угасающие лучи окутали всю землю оранжевым сиянием, а над равниной начали раздаваться звериные рыки. Хань Ли обернулся, чтобы взглянуть на равнину, которую они только что пересекли, а затем снова посмотрел вперед, нахмурив брови. За краем острова виднелся слой неясного черного тумана, похожего на облако дыма, который отделял остров, на котором они находились, от соседнего. Глава 849. Трио охотников на птиц. «Похоже, пройти здесь будет непросто», — заметил Хань Ли. «Другой остров находится всего в нескольких тысячах футов от нас. Неужели мы не можем просто перепрыгнуть его?» — спросил Ши Чуанькун. В ответ Дао Се просто поднял с земли камень и швырнул его в сторону противоположного острова. Камень полетел по воздуху, но, как только он поднялся над черным туманом, его движение резко остановилось. Сразу после этого его словно ударила невидимая рука, и он рухнул в туман. Троица Хань Ли некоторое время напряженно прислушивалась, но так и не услышала звука падения камня. Ши Чуанькун посмотрел вниз и заметил: кажется, что бы там ни было, оно находится очень глубоко. Я предполагаю, что под этим черным туманом нет ничего, кроме бескрайнего пространства. Если мы упадем в него, то будем бесконечно падать в пустоту, и никто не знает, когда мы достигнем дна. На самом деле велика вероятность, что дна нет. Размышлял Хань Ли, вглядываясь в черный туман. Разве это не значит, что мы в ловушке на этом острове? Похоже, что звери на острове становятся еще более активными ночью, так что дальше будет только опаснее. Сказал Ши Чуанькун, нахмурив брови.
Хань Ли уже собирался ответить, как вдруг с противоположного острова донесся шум взмахивающих крыльев. Он поспешно взглянул в ту сторону и увидел странную птицу высотой около 6 метров, которая летела к ним сквозь черный туман. У птицы было массивное тело, покрытое жесткими лазурными перьями, длинная шея и непропорционально большая голова, а размах ее крыльев составлял около 3 метров. Он летел очень странно, не только изо всех сил хлопал крыльями, но и отчаянно цеплялся когтями за пространство под собой, что выглядело крайне неуклюже и нескоординированно. Однако его методы были явно эффективными. С каждым шагом воздух под его когтями взрывался, создавая восходящую силу, которая противодействовала пространственному давлению над черным туманом и позволяла ему летать над этой областью. В глазах Хань Ли мелькнуло воодушевление, и он закричал: «Кажется, эти лазурные перья на теле птицы способны значительно снизить пространственное давление, оказываемое на нее, что позволяет ей летать над черным туманом. Если мы сможем поймать ее, то, возможно, сможем перелететь на ней на другую сторону». Как только его голос затих, из черного тумана вылетели сотни таких же птиц, и все они в безумной и нескоординированной манере полетели к острову, на котором находилось трио Хань Ли. Птицы не обращали внимания на троицу, не выказывая никакого страха, и неслись к горному хребту в центре острова. Троица Хань Ли поспешно пригнулась и начала метаться из стороны в сторону, уворачиваясь от стаи птиц. Вскоре все птицы пролетели мимо них. «Их так много, что нам точно хватит», — сказал Ши Чуанькун с ликующей улыбкой. «Пойдем за ними», — сказал Хань Ли, и они втроем немедленно отправились вслед за стаей птиц. Даже когда птицы скакали по земле, под их когтями с каждым шагом взрывались воздушные потоки, заставляя их двигаться вперед с невероятной скоростью. В отличие от них, троица Хань Ли могла рассчитывать только на свою физическую силу, и они проигрывали в скорости. Хань Ли все еще мог кое-как поспевать за ними, но к этому моменту Ши Чуанькун и Дао Се уже отстали от них почти на 10 километров. Пока они гнались за ним, солнце совсем село, и на небе начали появляться звезды. Несмотря на то, что Хань Ли продолжал скакать галопом, он постоянно настороженно оглядывался по сторонам. На бесплодной равнине одна за другой возникали темные тени, казалось бы, из ниоткуда. Они были разных форм и размеров, но все они неподвижно лежали на земле, словно чего-то ожидая. Хань Ли был несколько озадачен увиденным, но продолжил преследовать стаю птиц без промедления. К тому времени, как погоня добралась до горного хребта, уже полностью стемнело. На небе не было ни облачка, а высоко над головой висела одинокая луна в окружении бесчисленных ярких звезд. Под ночным небом, залитым лунным светом, троица Хань Ли стала свидетелем удивительного зрелища. Бесчисленные белые панцирные крабы появились по всему горному хребту от вершины до подножия и даже заполонили равнинные участки за пределами хребта. В этот момент все их панцири засияли туманно-белыми огоньками, похожими на крошечные язычки пламени. Казалось, что на равнине появилось звездное ночное небо, отражающее то, что было над головой, и это было захватывающее зрелище. Хань Ли стоял на хребте и осматривал окрестности. Он заметил, что все существа на острове тоже светятся такими же белыми точками, но большинство из них сосредоточено на их головах. В то же время он чувствовал слабую, но знакомую силу, исходящую от света. Это была не что иное, как звездная сила, которую он использовал, совершенствуя искусство происхождения великого небесного цикла. Чем больше Хань Ли видел, тем больше он удивлялся. Могло ли быть так, что именно эта звездная сила позволяла всем этим существам выживать и развиваться в суровых условиях пространственной области Скальптия? В этот момент раздался громкий треск, и Хань Ли поспешно обернулся. Он увидел стаю странных птиц, которые прилетели сюда и своими длинными клювами клевали белых панцирных крабов на земле. В скоплении белых панцирных крабов возникло небольшое замешательство, но они не разбежались в панике и не стали нападать на стаю птиц. Поблизости тоже поднялся шум, и Хань Ли увидел, что несколько крупных зверей начали нападать на более мелких. Значит, они здесь, чтобы полакомиться белыми панцирными крабами. «Стоит ли нам сейчас отправиться за ними?» — спросил Ши Чуанькун. «Давайте подождем еще немного. Если мы нанесем удар сейчас, то можем навлечь на себя много ненужных проблем. Давайте подойдем к ним незаметно, а затем найдем подходящее место для удара», — сказал Хань Ли. После этого каждый из них прокрался к удобному месту для наблюдения и спрятался за каким-нибудь укрытием, чтобы его не было видно. Примерно через час стая птиц, похоже, насытилась и начала возвращаться в том же направлении, откуда прилетела. Увидев это, Хань Ли тут же подал знак Ши Чуанькуну, и тот мгновенно бросился в погоню за стаей птиц. Как только одна из птиц пролетела мимо него, он попытался запрыгнуть ей на спину, но птица внезапно уклонилась в сторону, подняла одну из своих толстых и сильных лап и ударила Ши Чуанькуна в грудь. Несмотря на довольно глупый и неуклюжий вид птицы, она была необычайно быстрой и ловкой. Ши Чуанькун был застигнут врасплох и получил удар прямо в грудь.
На его груди мгновенно зажглись несколько глубоких акупунктурных точек, и все его тело словно окутал туманный свет. Как только загорелась 9-я акупунктурная точка на его груди, раздался громкий взрыв, и из небольшого отверстия в нижней части птичьей лапы вырвалась невидимая сила, которая взорвалась прямо перед грудью Ши Чуанькуна. Ши Чуанькун почувствовал, как в его грудь ударила огромная сила, вызвав удушье. Его подбросило в воздух, а затем он тяжело рухнул на землю и остановился, только перевернувшись несколько раз. С другой стороны, Хань Ли тоже собирался запрыгнуть на спину птицы, но, увидев, что случилось с Ши Чуанькуном, он предусмотрительно пригнулся. Конечно же, птица замахнулась и на него, но он смог увернуться от атаки, а затем проскользнул вдоль тела птицы и запрыгнул ей на спину. Птица слегка вздрогнула под его весом, но тут же выровнялась и продолжила скакать вперед. Тем временем Дао Ссе поспешил осмотреть Ши Чуанькуна. Тот уже поднялся на ноги и отряхивался. Похоже, он не получил никаких травм, но на его лице отразилось легкое смущение, когда он сказал Дао Сусе, на нижней стороне лап этих птиц есть отверстие, через которое они могут высвобождать мощные потоки энергии. Неудивительно, что они смогли пробежать по тому участку, где был черный туман. Затем он перевел взгляд на Хань Ли и увидел, что тот сидит верхом на спине его птицы, крепко обхватив руками ее длинную шею. Его тело довольно комично подпрыгивало вверх-вниз, пока птица скакала галопом, но в целом он держался довольно уверенно, и птица, похоже, не сильно страдала от его дополнительного веса. Однако в этот самый момент голова птицы резко повернулась почти на 180 градусов и с невероятной скоростью клюнула Хань Ли в левый глаз. Глава 850. Находчивые инновации. Хань Ли явно был готов к внезапной атаке и пригнулся, чтобы уклониться от удара клювом. Однако, прежде чем он успел выровняться, птица внезапно вонзила когти в землю и стала падать. Начав снижаться, она резко расправила крылья, подбросив Хань Ли в воздух, и в результате он чуть не упал с ее спины. В ответ Хань Ли оттолкнулся обеими руками от спины птицы и взмыл в воздух, но быстро опустился обратно из-за пространственного давления вокруг. При этом Хань Ли намеренно увеличил скорость своего падения и силой обрушился на спину птицы. Птица тоже начала снижаться, и когда Хань Ли с такой силой упал на нее сверху, она невольно вскрикнула и с громким стуком рухнула на землю. На земле образовался кратер размером в сотни футов, и даже с учетом невероятной силы ног птица не смогла удержаться и опустилась на лапы у края кратера. Все существа, гревшиеся в лучах звезд в окрестностях, в панике разбежались, а остальные птицы разлетелись в разные стороны. Ши Чуанькун и Дао Ссе бросились к краю кратера и увидели, что Хань Ли сидит верхом на птице, прижав одну руку к ее голове, а другой нежно поглаживая перья на спине. Сначала птица яростно сопротивлялась, но через несколько мгновений затихла и начала нежно тереться головой о руку Хань Ли. Хань Ли легонько похлопал птицу по спине, и она снова встала, слегка согнув ноги, после чего раздался громкий хлопок, и птица вылетела из кратера вместе с Хань Ли на спине. Выпрыгнув из кратера, птица некоторое время скакала по равнине с Хань Ли на спине, и двигалась она даже быстрее, чем раньше. Во время скачки она взмахивала крыльями, выпуская воздух из отверстий на нижней стороне лап, и могла парить примерно в 30 сантиметрах над землей. Быстро проверив способности птицы, Хань Ли велел ей приземлиться между Ши Чуанькуном и Даосом Се, после чего спрыгнул с ее спины и сказал: «Кажется, у этой птицы нет имени, поэтому я назову ее парящей птицей. Ее очень сложно приручить, а если и удастся, то ее нужно сразу же подчинить с помощью божественного чувства». «Неудивительно, что ты гладил его по голове, ты промывал ему мозги», — съязвил Ши Чуанькун. Как вы только что видели, эта птица способна летать с одним человеком на спине и вполне может добраться до другого острова, даже с дополнительным грузом. Кроме того, она довольно быстрая, так что из нее получится отличный скакун. Сказал Хань Ли. Это здорово. В таком случае мы убиваем 2 зайцев одним выстрелом. Сказал Ши Чуанькун с воодушевленной улыбкой. Брат Ши, я видел, как на твоей груди засветились какие-то глубокие акупунктурные точки, когда тебя пинала одна из птиц. Ты тоже используешь какое-то искусство совершенствования тела? Спросил Хань Ли. Все верно. Представители нашей священной расы рождаются с сильными телами, поэтому нам не нужно так много внимания уделять физическому совершенствованию, как людям. Однако законы пространства, которые я культивирую, довольно специфичны, и мне пришлось еще больше укрепить свое тело. Кроме того, мое физическое состояние улучшилось благодаря прорыву на стадию высшего зенита. Объяснил Ши Чуанькун. Приятно это слышать. Полагаю, ты очень уверен в своей физической форме, раз согласился отправиться со мной в это путешествие. Сказал Хань Ли с улыбкой. Что касается того, сколько именно глубоких акупунктурных точек открыл Ши Чуанькун, Хань Ли не стал расспрашивать, поскольку эта тема могла быть связана с секретами совершенствования Ши Чуанькуна.
Я бы не осмелился сказать, что я очень уверен в себе, но я мог бы кое-чем вам помочь. Сказал Ши Чуанькун с улыбкой. Сейчас у нас есть только одна летающая птица. Мы будем по очереди добираться на ней до другого острова, спросил Дао Се. Давай сегодня больше ничего не будем делать. Несмотря на то, что существа на острове очень активны по ночам, похоже, что они выходят только для того, чтобы поглощать звездную энергию, так что они не должны представлять большой угрозы. Мы не знаем, что происходит на другом острове, так что давай сегодня отдохнем здесь. Решил Хань Ли после недолгих раздумий. Звучит как более безопасный вариант действий. Кивнул Ши Чуанькун. Итак, все трое сели, скрестив ноги, на слегка наклоненную поверхность у подножия горного хребта и закрыли глаза, чтобы погрузиться в медитацию. Хань Ли попытался использовать свою, но обнаружил, что не может призвать свою бессмертную духовную силу, как будто она застыла в его теле. На его лице появилась кривая улыбка, когда он открыл глаза, а затем повернулся, чтобы взглянуть на Дао Се и Ши Чуанькуна, но обнаружил, что они тоже не излучают никакой духовной энергии. Хань Ли снова закрыл глаза и продолжил медитировать. Ночь неумолимо тянулась. Внезапно Хань Ли широко раскрыл глаза и посмотрел на небо. Все звезды на небе сияли так ярко, что остров был освещен не хуже, чем днем, и представлял собой захватывающее зрелище. Хань Ли некоторое время смотрел на звезды, и вдруг ему в голову пришла мысль. Он начал использовать свое искусство происхождения великого небесного цикла. Как только он это сделал, на его теле одна за другой зажглись несколько глубоких акупунктурных точек, которые сияли так же ярко, как звезды на небе. Почувствовав это, Ши Чуанькун и Дао Се открыли глаза и посмотрели на Хань Ли. Первый смотрел с живым интересом, а второй равнодушно закрыл глаза. Некоторое время спустя Хань Ли тяжело вздохнул и открыл глаза. Он уже в совершенстве овладел искусством происхождения великого небесного цикла, поэтому не мог использовать это искусство для поглощения звездной силы. По его желанию глубокие акупунктурные точки по всему телу исчезли, за исключением одной на груди. Немного поразмыслив, Хань Ли достал желтовато-коричневый кристалл размером с лондон. Это было не что иное, как ядро гигантской ящерицы. По сравнению с тем временем, когда его только извлекли из тела ящерицы, аура ядра зверя значительно ослабла, но вспыхивающая в нем звездная сила становилась все ярче и ярче. Хань Ли слегка нахмурился, держа в руке ядро зверя и пытаясь его очистить. Но потом он вспомнил, что без бессмертной духовной силы это невозможно. Он хлопнул себя по лбу с самоуничижительной улыбкой и уже собирался снова убрать ядро зверя, как вдруг краем глаза заметил парящую птицу и внезапно вспомнил, как птицы питались белыми панцирными крабами. После недолгого колебания он бросил ядро зверя себе в рот и проглотил его. Как только ядро зверя оказалось у него в желудке, он сразу почувствовал, как по нижней части живота пробежала волна жара, а затем превратилась в слабый поток энергии, который начал распространяться к его ноге. Он поспешно опустил взгляд и обнаружил, что в совершенно новой акупунктурной точке на внутренней стороне его ноги происходят небольшие изменения. Изменение было незначительным, но Хань Ли был в восторге, потому что чувствовал, как в его теле открывается совершенно новая глубокая акупунктурная, и, что самое важное, это изменение не сопровождалось какими-либо негативными побочными эффектами. На лице Ши Чуанькуна отразилось удивление, когда он увидел, как Хань Ли проглатывает ядро зверя. Он подошел к Хань Ли и спросил: «Что ты делаешь, брат Ли?» «У тебя все еще есть ядро зверя, которое я дал тебе раньше?» — с нетерпением спросил Хань Ли. «Да», — ответил Ши Чуанькун и поспешно вытащил ядро зверя из многоножки, прежде чем передать его Хань Ли. Хань Ли принял ядро зверя, быстро осмотрел его и тоже проглотил. Сразу после этого в нижней части живота снова возникло то же ощущение жара, которое затем превратилось в слабую вспышку энергии, направленную к новой акупунктурной точке на ноге. «Этого недостаточно, мне нужно больше», — взволнованно сказал Хань Ли. «Что происходит, брат Ли?» — спросил Ши Чуанькун, слегка нахмурив брови. «Эти два ядра зверей содержат звездную силу и могут открыть глубокие акупунктурные точки. Мы не сможем их очистить, но можем поглотить содержащуюся в них звездную силу, просто съев их», — объяснил Хань Ли. «Это правда», — воскликнул Ши Чуанькун, и на его лице тоже появилось волнение. «Все эти существа явно выходят по ночам, чтобы поглощать звездную энергию. Просто поймайте одно из них и извлеките его звериное ядро, и вы сами все увидите». С улыбкой ответил Хань Ли. Услышав это, Ши Чуанькун тут же бросился прочь и вскоре вернулся с тушей чешуйчатого кошачьего существа длиной около 3 метров. Ши Чуанькун швырнул тушу на землю, затем разрубил ей голову своей черной саблей и вытащил крошечное ядро размером с горошину. У этих мелких тварей в голове только крошечные ядра зверей, а более крупные встречаются довольно редко и очень быстро исчезают, так что я не смог поймать ни одного. Пожаловался Ши Чуанькун.
Все в порядке, сначала попробуй вот это. С улыбкой сказал Хан Ли. Друзья, эти главы, когда мир без магии проверяет не силу заклинаний, а крепость костей и воли. Хань Ли и Ши Чунькун входят в пространственную область скальптии, где духовная и дьявольская энергия полностью блокированы, а даже хранилища становятся бесполезным грузом. На них сразу обрушиваются давление пустоты, гигантская ящерица и многоножка, и героям приходится выживать только за счет тела, клинка и чистой физической силы. Но именно здесь и скрыт главный парадокс этой земли. Местные чудовища лишены духовной ци, зато питаются звездной силой, и их звериные ядра становятся для Хань Ли неожиданным ключом к новому пути. Он глотает ядро, и плотная звездная энергия не циркулирует по меридианам, как обычная ци, а напрямую закаляет плоть, открывая акупунктурную точку без вреда и побочных последствий. Ши Чунькун быстро повторяет этот ход, и то, что было задумано как тюрьма, неожиданно превращается в место грубой, но невероятно эффективной закалки тела. Теперь герои не просто выживают в скальптии, они начинают ломать логику самой области. Вместо утраченной магии у них появляется новый источник силы, а вместо беспомощности — понимание местной экосистемы. Готовлю продолжение.